упоминанием о Гопал Кришне Госвами Махараджи. Yeah, so let us recite the verse. Так что Satavayamasa Maharajam Parikshitam Prayopavishtam Gangayam Paritam Paramarshibhihi. Yeah, synonyms. Saha son of Vyasdeva. Two again. Shamshravayamasa. Make them audible. Maharajam unto the emperor. Parikshitam of the name Parikshit. Praya Bhavishtam, who sat until death without food or drink. Gangayam on the bank of the Ganges. Paritam being surrounded. Paramarishibhihi by great sages. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Джай. Shukadeva Goswami. You can read the Russian one, yes, Prabhu. Окей. Перевод текста и комментарий к нему его божественной милости Абайчара Наравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада Киджай. Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, в свою очередь поведал Бхагаватам великому императору Парикшиту, который в ожидании смерти сидел на берегу Ганги в окружении мудрецов, не принимая ни пищи, ни воды. Комментарий. Правильный путь восприятия всех трансцендентных посланий – это получение их по цепи ученической преемственности, которая называется парампарой. Если же Бхагаватам или другие ведические писания получены не по парампаре, процесс передачи знания считается неавторитетным. Вьясадева передал это послание Шукадеве Госвами, от него его принял Сута Госвами, поэтому послание Бхагаватам необходимо принимать от Суты Госвами или его представителя, а не от толкователей, не имеющих к нему никакого отношения. Император Парикшит вовремя получил известие о грядущей смерти и, немедленно оставив царство и семью, удалился на берег Ганги, чтобы поститься до самой смерти. Он был императором, и поэтому туда пришли все великие мудрецы, риши, философы, мистики и другие. Они выдвигали разные предположения о том, что должен был делать Парикшит, но наконец было решено, что он будет слушать повествование о Господе Кришне от Шукадевы Госвами. Так ему был поведан Бхагаватам. Шрипада Шанкарачарья, проповедовавший философию Майявады и делавший основной акцент на безличном аспекте Абсолюта, также говорил, что человек должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Шри Кришны, ибо споры об Абсолюте не приносят никакой пользы. Шрипада Шанкарачарья косвенно признал, что то, чему он учил в своих цветистых грамматических интерпретациях Веданта-сутры, не поможет человеку в момент смерти. В критический час смерти нужно повторять имя Говинды. Это советуют все великие трансценденталисты. Шукадева Госвами давным-давно провозгласил эту истину. В конце жизни необходимо помнить о Нараяне. В этом суть всей духовной деятельности. В соответствии с этой вечной истиной Шукадева Госвами, обладавший необходимыми способностями, поведал Шримад Бхагаватам, а император Парикшит выслушал его, и когда пришло время, они оба освободились благодаря одному и тому же средству, посланию Бхагаватам. Хари Кришна. Hare Krishna. Yeah. So, by reciting Srimad Bhagavatam daily, all that is troublesome to the heart will be washed away. Мы сможем избавиться от всех беспокойств сердца, если будем ежедневно читать Шримад Бхагаватам. And that promise is given in the Srimad Bhagavatam itself. Об этом говорится в самом Шримад Бхагаватам. In today's verse, we are reading about one very great emperor of the whole world called Parikshit. You know, В сегодняшнем тексте говорится о великом императоре всех времен, о Махараджа Парикшите. He was cursed to leave the body in 7 days. Ему было дано проклятие, что в течение 7 дней с момента получения этого проклятия он оставит тело. You see, if somebody hears such a news, everybody in this world has to leave their body someday. But if one hears a news that in 7 days I have to leave the body, then what do you think people will do? Конечно же, каждый понимает, что наступит тот момент, когда ему предстоит оставить это тело, но, как вам кажется, что человек может подумать в тот момент, когда он услышал, что ему осталось жить 7 дней?
He did not run here and there for some medical support to protect the dying body. Скорее всего, он будет туда-сюда бегать, искать всяких медицинских средств к тому, чтобы продлить свое пребывание в этом теле. And he did not increase his bank balance. Excuse me? He did not increase his bank balance. He will be trying to increase bank balance, or what he will be doing? Bank balance means he did not try to increase his wealth. I'm not getting your point. What he is going to do? No, he did not run here and there to increase his money. Окей. То есть он будет думать об этих всех медицинских делах, он не будет думать над тем, как ему приумножить свой банковский счет. Мадхапури Прабху, если не закрепили докладчика, закрепите, пожалуйста, чтобы не переключалось туда-сюда. And he did not try to protect his kingdom. Он также не будет стараться, этот император в такой ситуации, заботиться о своем царстве, защищать его и так далее. He did not go into depression. Также депрессия его не одолеет. He did not retaliate on the person who cursed him. He will not do what? He did not retaliate. Retaliate means he did not fight back with the person who gave him the curse. То есть все это не стал делать Махараджа Парикшит. Он не стал заботиться ни о деньгах, ни о том, чтобы защитить свое царство. Он также не стал думать о том, как ему отомстить тому, кто его проклял. Because Parikshit was coming in the line of Pandavas, who are all pure devotees of Krishna, so he decided to go to the bank of the holy river Ganga and take shelter of Krishna. Махараджа Парикшит принадлежит к благородному роду пандавов, поэтому ему не пришло в голову делать все это. Вместо этого он решил отправиться на берег святой реки Ганги и слушать там о Кришне. And then he said, because I am in the bank of the holy river Ganga and surrounded by all holy devotees and hearing about the holy message about Lord, I have no fear. И он говорит в этот момент Махараджа Парикшит: я нахожусь на берегу святой реки, вокруг меня святые преданные, я слушаю святое послание о Кришне, поэтому никаких страхов у меня нет. So this is the method of becoming fearless. Вот таков метод, благодаря которому можно избавиться от страха. I saw one man who was 92 years old, bedridden with cancer. Видел я одного человека, которому было 92 года, и он умирал от рака. And doctor came and told something to his son and daughter. He was telling to his son and daughter. Пришел врач и что-то на ухо сообщил его сыну и дочери. And the old man, after the doctor went, the old man asked his son and daughter, what did he say about me? And then he started crying. Did he say I will die? No. And then he started crying. И когда врач ушел, то этот пациент спросил у своего сына, у своей дочери, что это он там вам прошептал. Он обо мне прошептал, он, наверное, сказал, что я умру, да, я умру, и стал спрашивать так, и слезы полились из его глаз. So you can see, even after a soul is living in an old body, horrible body, suffering with diseases, he doesn't want to leave the body. То есть, видите, даже когда человек находится в очень старом теле, измученном болезнями, все равно ему никак не хочется покидать это тело. And is extremely fearful, horrified by the thought of death. Сама мысль о смерти приводит такого человека в состояние крайнего ужаса. But if one studies Bhagavatam daily, regularly, then one will clearly know what is the loving relationship between soul and the Lord. And strongly, when you go in that relationship, you will lose all fear. Но те, кто регулярно, то есть каждый день изучают Шримад Бхагаватам, они понимают, какими отношениями они связаны с Верховным Господом, и благодаря этому они избавляются от всяких страхов. So Bhagavatam promises that you will lose three things: your lamentation, illusion, and fear.
Шримад Бхагаватам обещает тому, кто будет читать Шримад Бхагаватам, что такой человек избавится от трех вещей: от страха, от скорби, lamentation, fear and what Illusion. else? Illusion. И от иллюзии. От страха, от иллюзии и от скорби избавиться. And these are secondary results. And the primary result is your love for God will be expanded like a blossoming lotus. Это одна категория результатов или эффектов, которые человек может получить от чтения Шримад Бхагаватам. Другой эффект заключается в том, что любовь к Богу, находящаяся в его сердце, начнет расцветать и распускаться подобно цветку лотоса. Why I compare it with lotus? Because lotus is surrounded by mud, muddy pool of water, but the lotus will never go into the mud. The lotus comes out of the mud. Почему в данной ситуации приводится сравнение с цветком лотоса? По той причине, что цветок лотоса растет в воде, которая далеко не всегда чиста, но эта вода никак не влияет на лотос, он сохраняет свою чистоту. And plus, the lotus associates with the sun in the sky, and the sun makes the lotus blossom, releasing fragrance and honey. А, Лотос начинает благоухать, он расцветает, а все благодаря чему? Благодаря тому, что находится в контакте с солнечным светом, он тянется к этой связи с солнечным светом. Yeah. Similarly, a devotee of the Lord like Parikshit, by taking shelter of Bhagavatam, they are associating with Krishna, who is compared to sun. And Точно так же, Bhagavatam точно also. так же, точно так же такие чистые преданные, как Махараджа Парикшит, всегда стремятся к общению с Кришной в форме Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам сравнивается с солнцем, Кришна тоже сравнивается с солнцем. There is a verse which says that Krishna Surya Sama Maya Haya Andakar Yahan Krishna Tahana Hi Mayara Adhikar. Krishna is like the sun, Maya is like darkness. Вот такой есть текст читания Чаритамрити, в котором говорится о том, что Кришна подобен солнцу, а Майя подобна тьме. And where there is sun, there is no darkness. Where there is Krishna, then there is no Maya, there is no illusion. Соответственно, где присутствует Кришна, там нет майи, там нет иллюзии, подобно тому, что где светит солнце, там нет места тьме. Yeah. So a devotee is like the lotus living in the material world, emanating fragrance and giving out honey. Like that, all the good qualities come in a devotee, and devotee is also distributing the honey of preaching, the message of the Lord. Точно так же, как лотос посреди этой нечистой воды, в которой он растет, он распускается, он источает благоухание, точно так же и преданные, находясь в материальном мире, не зависят от него и распространяют это благоухание проповеди, и любовь пробуждается в их сердцах. And such message, Любовь к Кришне. such message about God should be heard in Guru Parampara, Prabhupada says. Шрила Прабхупада говорит о том, что послание Бхагаватам нужно слушать в системе парампары. We should not hear from anybody, but we should hear from somebody coming in the disciplic line. То есть нам нужно слушать представителей линии ученической преемственности, а не абы кого. Because just like when you go to study, you will go to an authorized university. Similarly, Parampara is the authorized university. Это подобно тому, как если вы хотите получить образование, вы идете в соответствующий вуз, имеющий аккредитацию, авторитетный вуз. Точно так же и желая постичь духовное знание, нужно обратиться к представителю парампары. Our Srila Prabhupada comes in the Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. So we are coming in that line. So in that line, if you hear, then we will get enlightened. Шрила Прабхупада принадлежит к Брахма Гаудия Мадхава Сампрадаи, и точно так же вот мы можем обрести просветление, если будем слушать представителей этой сампрадаи. Just like electric pole, from one pole of electric pole, the power is sent to the next pole through a wire. Then one more pole, one more pole. Finally, from the electric pole, we are getting electricity and the light in our place. So like the parampara knowledge is coming from one guru to next guru, third guru, fourth guru, ultimately comes from Krishna and it comes to us.
So one should safely receive the knowledge in parampara. Нужно очень бережно получать то знание, которое идет по парампаре, которое идет через духовных учителей. Один духовный учитель передал другому и так далее, и так далее. Это подобно тому, как работают электросети. Электричество, пока до нас дойдет от своего источника, от электростанции, проходит там через соответствующие распределительные узлы. See, nowadays many devotees, even within ISKCON, are going to Vrindavan and connecting with any guru and taking diksha from anybody. That is very, very risky business. Очень рискованное дело бывает, когда преданные, это такое бывает, в том числе и с преданными ИСККОН, когда они отправляются во Вриндаван и идут там абы к какому гуру и на свой выбор и получают у него дикшу. Это рискованное дело. That is like drinking water from any tap. You will get infected. If you want to drink water, buy one Bisleri bottle, which is sealed bottle, that is safe. Это приблизительно то же самое, как если вы в Индию приехали, и там будете пить воду из крана. Непонятно, что с вами произойдет. Лучше покупайте бутилированную воду Бислери, и это будет очень надежный вариант. Our Srila Prabhupada is a proven acharya because as Lord Chaitanya predicted, my Senapati Bhakta will come and take this knowledge to the West. And Prabhupada brought it to the West, and the whole world is chanting and dancing. Therefore, if you want to be enlightened properly, then we should make sure that we come in proper parampara. Если мы хотим обрести просветление, надо обращаться к Шриле Прабхупаде. Он надежный ачарья, его явление предсказано Шри Чайтаньей Махапрабху. Он называет Шрилу Прабхупаду Сенапати Бхакта, то есть генерал армии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Он выполняет волю Господа Чайтаньи, благодаря ему Хари Кришна поют теперь по всему миру. So, in human life, the ultimate goal is to awaken pure love for God and love for all. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы мы могли пробудить в своем сердце любовь к Богу и любовь ко всем живым существам. So, when we love God, that is called as vertical conformity and horizontal unity. So, conformity with God and unity with all. И эта ситуация, то есть любовь к Богу и любовь к другим живым существам, подразумевает вот это вертикальное измерение, когда живое существо сообразует свои действия с Верховным Господом, и подразумевает горизонтальное измерение, то есть взаимодействие с другими живыми существами, когда оно готово быть с ними в единстве и сотрудничать. Just like Parikshit at least knew just leave the body in 7 days. And we all don't know when we have to leave the body. So it is always good for us to prepare our consciousness to return back to God when we are alive. Махараджа Парикшит знал наверняка, что ему осталось жить еще 7 дней, но мы-то не знаем, поэтому хорошо бы нам готовить свое сознание к тому, чтобы быть готовым в надлежащем сознании оставить свое тело. So I will conclude this Bhagavatam discussion with 5 practical solutions. Этот кусок лекции, посвященный непосредственно тексту из Шримад Бхагаватам, я завершу 5 выводами или 5 советами. You can remember A, B, C, D, E, 5 things. Ну и, соответственно, это все можно обозначить, эти пункты, как АБВГД. So A is for association. Значит, тут аббревиатура образуется, которую перевести не получится. Так или иначе, первый пункт – это общение. So we all need association that is spiritually uplifting, not spiritually degrading. То есть нам нужно общение, которое нас возвысит в духовном плане, а не которое нас опустит. So if you are associating with devotees, are you growing in your good qualities? Are you increasing your understanding and awareness of God? Are you becoming a better and better version of yourself as a devotee? You can check it. Вот можно это отслеживать благодаря общению с преданными, что с нами происходит. Проявляются ли в нас все больше и больше хорошие качества, становимся ли мы лучшей версией самого себя, так сказать, в преданном служении,
и развивается ли наше сознание Кришны от этого. Association means spiritual discussion, knowledge transmission, heart transformation. Общение означает передавать знания друг другу, означает открывать сердца, трансформировать сердца. То есть происходит изменение в сердцах наших благодаря этому. Like a cruel Mrigari became compassionate Mrigari. В результате общения охотник Маригари, жестокий охотник, стал сострадательным охотником, сострадательным Маригари. And crying Arjuna became confident Arjuna after hearing Bhagavad Gita. Услышав Бхагавад-гиту, Арджуна, который прежде проливал слезы, исполнился решимости. And attached Dhritarashtra became detached Dhritarashtra after hearing from Vidura. А Дритараштра, услышав наставление от Видуры, будучи привязанным к материи, перестал быть к ней привязанным, и в нем пробудилось отречение. And our Srila Prabhupada met his guru, Bhaktisiddhanta Saraswati. He spoke about nationalism. India was under foreign rule. And from that platform, in one meeting, he came to Krishna Prem, love of God. And then he took it as his life and soul. Шрила Прабхупада, благодаря своей встрече со своим духовным учителем Бхактисиддхантой Сарасвати, с уровня националиста, то есть человека, который рассуждает о том вреде, который причиняет Индии британское владычество, поднялся до уровня Кришна Премы, до уровня чистой любви к Богу. So this is A for association. То And есть then, вот в этой аббревиатуре английской первая буква A – это association, то есть это общение. and B is Bhagavad Gita and Bhagavatam, daily, at least one page a day, at least. Соответственно, следующая буква B или B – это Бхагавад-гита, это Бхагаватам. Нужно каждый день читать минимум страницу. In the beginning, these scriptures can give you discriminative intelligence to know what is good, what is bad, what is right, what is wrong, what is short-term benefit, long-term benefit. They can tell you clearly. Все начинается с того, когда мы изучаем Священное Писание, все начинается с того, что эти Священные Писания дают нам способность различать между тем, что хорошо, что плохо, что приближает к Кришне, что отдаляет, что благоприятно для нас, а что неблагоприятно. And eventually they will help you understand God and develop great affection for Him. Постепенно чтение священных писаний приведет к тому, что привязанность и любовь к Господу проявится в наших сердцах. And just like if somebody has a vessel of poison, you remove all the poison, wash it, and fill it up with nectar. Like that, the scripture will remove all the unwanted things from our head and fill it up with nectar of love for God and love for all. Священные писания устранят из нашего сознания все нежелательное и заполнят это сознание любовью к Богу, подобно тому, как там аптекарь или кто-нибудь еще может взять емкость, банку, в которой налит яд, вылить этот яд, отмыть банку и залить туда мед. One will give the grabbing mode. One will want to give Krishna to everybody. И тогда в человеке, благодаря изучению священных писаний, проявится это настроение и брать милость Господа, и широко раздавать ее другим живым существам, проповедовать. So in this way, these two books, Bhagavad Gita and Bhagavatam, will act like a compass to show you direction how to go back to God. Таким образом, Бхагавад-гита и Бхагаватам играют в нашей жизни роль компаса, который указывает нам, как же нам вернуться назад домой к Богу. And C for chanting, the chanting of the holy name on japa beads. So this japa is a very powerful method of purging the impurities in the heart and awakening the dormant love for God. Дальше в этой аббревиатуре английской ABCDE C это означает chanting, то есть воспевание святых имен. Воспевание святых имен Господа Кришны позволяет избавиться от всего нежелательного в сердце. When a mirror is dusty, we can't see our face. But if we wipe it with a wet cloth, we can clearly see our face. That's what the chanting does. It cleanses our mind and gives clarity and makes us free from confusion. Воспевание святых имен дает ясность нашему уму, избавляет от заблуждений, подобно тому, как мы можем смотреть на этот мир через
запыленные очки или через чистые очки, и результаты будут разные. And mind becomes calm, cool, collected, and filled with positive energy. Благодаря воспеванию святых имен ум наполняется позитивной энергией и становится удовлетворенным и спокойным. And D for devotional diet, which means whatever you put in your mouth, first thank God and then eat it. Буква D, ABCD, D в этой аббревиатуре АБВГД, буква D означает диета, то есть это означает, прежде чем мы что-то будем есть, нам нужно сначала это предложить Господу. If anybody eats anything without remembering God, they become a thief. А еще важно, когда мы вкушаем пищу, помнить о Боге. Если человек этого не делает, он становится вором. Because everything belongs to Krishna. So we thank him and then we accept. Потому что все принадлежит Кришне, так что мы сначала Кришну благодарим и потом уже принимаем Его милость. And E is engaging in seva. Буква И или последняя буква в этом. Engaging in service. Окей. Последняя буква в этой аббревиатуре И означает engaging in service, то есть это означает быть вовлеченным в практику преданного служения, служить. Like I heard when I came to Sridham Mayapur recently, I heard that his grace Madhavapuri Prabhu told me that he is coordinating this Zoom platform for all of you to hear like this Monday. So he's doing this wonderful service to benefit the Vaishnavas. So he's going to get blessings of all the Vaishnavas. Как, например, Мадхава Пури Прабhu, который организует эту сангу в Зуме, собирает вайшнавов, и таким образом он получит благословение каждого из них. Буквально недавно мы виделись с ним в Майяпуре, он мне и рассказал о том, что он этим занимается. In this way, everybody can render some service to Krishna, and that service should be rendered with love. Каждый может совершать для Кришны какое-то служение, это служение должно выполняться с любовью. Yeah. So in this way, this ABCD association, Bhagavad Gita Bhagavatam, chanting, devotional diet, and engaging in service, these are all 5 devotional, powerful activities. And by doing this on a daily basis, we are definitely progressing one step closer to going back home, back to Godhead. Если каждый день будем следовать этим процессам, то шаг за шагом постепенно приблизимся к верховной личности Бога, если будем следовать этим 5 процессам в нашей вот этой аббревиатуре. А – это, это общение, Б – это Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам, В – воспевание, значит, ну, Г тут не используется, Д – диета, и И – это или С – это служение. Yeah. Now I would like to share something about His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. А сейчас мне хотелось бы рассказать вам кое-что о его святейшестве Гопал Кришне Госвами Махараджа. Fortunately, when I came to 1995, I came to Pune. Since then, Maharaj has been my service authority, and under his supervision and guidance, I did all my activities in the last 30 years. На протяжении последних 30 лет, то есть с 95-го года, когда я служу в Пуне, Гопал Кришна Махарадж является был моим непосредственным духовным авторитетом, который мной руководил. I consider this one of the greatest blessings in my life. Я считаю, что это одно из величайших благословений, которые я имею в этой жизни. Because we cannot understand Krishna by directly going to Krishna. We have to understand Krishna by observing his pure devotees closely and following their instruction. Потому что не можем мы постичь Кришну, напрямую обращаясь к Нему, но мы можем это сделать, наблюдая за тем, как действуют чистые преданные Кришны, и слушая их наставления и выполняя эти наставления. When His Holiness Gopal Krishna Maharaj was a student in Montreal, and he came to the Montreal temple, and devotees saw that this Indian boy is showing a lot of interest in learning Bhagavad Gita. He would come in the afternoon and stay till night till 9 o'clock.
М. Гопал Кришна Госвами Махарадж присоединился к Искон в Канаде, в Монреале, и когда он только начал ходить к преданным, на встрече преданные заметили, что этот юный индиец проявляет сильный интерес к Бхагавад-гите, к Шримад Бхагаватам. Он приходит к полудню в общество преданных и остается до 9 вечера. When Srila Prabhupada was about to come to Montreal temple, devotees gave him the service of cleaning the Prabhupada's room and preparing it to welcome Prabhupada. Потом ему дали служение навести порядок, навести чистоту в той комнате, которая готовилась к приезду Шрилы Прабхупады в Монреаль. And when Prabhupada came, seeing this young Indian boy, Prabhupada saw that he's very enthusiastic and very faithful. So he told the devotees, take care of him. You know, he's going to be a very big devotee in future. И потом Шрила Прабхупада приехал, он увидел Гопал Кришну Махараджа и сказал, вот заботьтесь об этом молодом человеке. Он увидел Шрила Прабхупада, что этот молодой человек исполнен веры, что он вдохновлен, и он сказал этим преданным, заботьтесь о нем, в будущем он станет великим преданным. Later, when Maharaj dedicated himself to Prabhupada fully, Prabhupada brought him to India. And in India, at that time, there were only two big gurus. One is His Holiness Jayapataka Maharaj and another one is His Holiness Gopalakrishna Maharaj. Prabhupada practically gave the whole India to both these great souls. Потом, спустя какое-то время, когда Гопал Кришна Махарадж уже полностью посвятил себя служению Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупада повез его в Индию на тот момент. Там было только два индийских гуру, индийских саньяси, это Локанатх Свами и Джайпатака Свами, и Индия была верена им. And both these personalities I adore in my heart because faithfully, Prabhupada went back to Godhead in 1977. And now more than 50 years have passed. And these great souls have such a love for Prabhupada. They faithfully carried on the ISKCON society all through this difficult phase. For all of us to be able to, have the joy of being in this society and continue. Эти двое, то есть же Патака Махарадж и Локанатх Махарадж, вызывают восторг в моем сердце, потому что уже 50 лет прошло с момента, как Шрила Прабхупада оставил этот мир, а они все с тем же энтузиазмом, с той же верой, преданностью несут Шрила Прабхупада послания и распространяют повсюду сознание Кришны. As much as His Holiness Gopalakrishna Maharaj has love for Prabhupada, with the same love, he used to befriend with all the God brothers. I have seen with my own eyes in the meetings how friendly he is with His Holiness Jayapataka Maharaj. Гопал Кришна Госвами Махарадж очень любил Шрилу Прабхупаду, и точно так же, с той же любовью он относился ко всем своим духовным братьям. Я видел это собственными глазами на собраниях, когда предоставлялась возможность наблюдать за тем, каковы отношения между Гопал Кришной Махараджем и Джайпатакой Махараджем. You will never see even a single complaint about Gopalakrishna Maharaj raising his tone or becoming angry on anybody in the meeting. There is no record of that anywhere. That is his respect for all Vaishnavas. Он настолько уважал всех вайшнавов, что никто никогда и нигде не может вспомнить, и нету такой аудиозаписи, видеозаписи, где было бы запечатлено, чтобы Гопал Кришна Махарадж на кого-то разгневался или повысил голос. Although he is the senior most, and all others who conduct the meeting, many of them are younger than him, he would raise the hand. Only when his turn comes, he will speak. Till then, he will patiently wait. Несмотря на свое старшинство, он поднимал руку и начинал говорить на этих собраниях только в тот момент, когда до него доходила очередь. Пока этого не происходило, он молчал и слушал. So, when I became president in Pune, Maharaj told me to start youth outreach in Pune. And based on his instruction, we started in the colleges and it started booming over a period of time. Когда я стал президентом храма в Пуне, по наставлению Гопал Кришна Махараджа, я стал развивать здесь молодежную проповедь,
и мы начали проповедовать в колледжах, и в результате все это стало очень интенсивно расширяться. So Maharaj was telling you are just a handful of devotees in the temple. You have to increase the brahmacharis and congregation community members first. That should be the main goal. Капал Кришна Махарадж сказал, в первую очередь нужно увеличить число брамачари в храме и увеличить численность вот, членов общины. So in those years, between 95 to 2005, he would come to Pune 5 times a year. Начиная с 95 года Гопал Кришна Махарадж 5 раз в год приезжал в Пуне. Since 1995 till which year? 2005 or 2007, yeah. Ага, до 2007 года так продолжалось. So 5 times, because of that, every time he would come 3 days he will come. So we got a lot of association. Он приезжал каждый раз дня на 3, и мы получали очень много общения от него. During this time, whenever he would come, our temple hall would be flooding with people. So in this way, the congregation development has happened in Pune by Maharaja's personal touch and encouragement and support. Гуру Махарадж давал поддержку, воодушевлял преданных. Каждый раз, когда он приезжал, проводил программы, зал был битком набит. И это тоже был один из способов, как у нас вот расширялась община, за счет чего. Every time Maharaj would come, he would go to meet some donors, well-wishers. So he will take me also with him. В каждый свой визит Гуру Махарадж посещал доноров, ну то есть жертвователей, те, кто жертвует на проекты ИСККОН, посещал их и брал меня с собой. He was very much aware of all the prominent businessmen in India. You name a person and Maharaj knows about them. Он знал всех значимых личностей в мире бизнеса индийского. То есть любого бизнесмена ему назови, он, значит, оказывалось, что он его знает. One day he took me to one Mr. Jolly's house. He was a big businessman, and he asked Mr. Jolly, "How is your business?" He asked him. Однажды он привел меня в дом одного бизнесмена, у которого фамилия Джоли, и он спросил этого господина Джоли, как идет ваш бизнес? Mr. Jolly said, "My business is growing like anything. I have only one daughter. I have spent 5 crores for her business. I have my business, my daughter has her business. Both are expanding very nicely," he said. И господин Джоли сказал, очень все замечательно происходит, у меня есть бизнес, я дал своей дочери 5 кроров рупий, она стартовала свой бизнес, оба бизнеса замечательно развиваются. Maharaj said, "Remember, Jolly, your business is expanding by Krishna's mercy." Тогда Гуру Махарадж сказал ему, помни, Джоли, что твой бизнес расширяется, развивается лишь по милости Кришны. And Maharaj said, while you are celebrating your success, you should also give to Krishna. А следовательно, сказал Гуру Махарадж, раз уж ты празднуешь свой успех, какую-то часть своего успеха нужно отдать Кришне. Actually, this is the way he will preach to very rich people. He will help them to see how they can bring Krishna into their lives. Он проповедовал этим очень богатым, влиятельным людям и помогал им понять, как они смогут привнести Кришну, добавить Кришну в свою жизнь. One day, one very elderly army officer, he came to the temple, one Banerjee, and he saw our deities. He was very charmed. How beautifully deities, Radha Krishna, Kunjabihari deities are dressed. And then at that time, His Holiness Gopal Maharaj had come to Pune. So he went to his room to meet him and appreciate it. Однажды один офицер армии посетил наш храм, он увидел божества, был очарован тем, насколько они красивые, как замечательно они одеты. И в этот же день Гуру Махарадж посетил нас, и поэтому вот он пришел, этот офицер, Гуру Махараджу, чтобы выразить свое восхищение. And he had developed, in just one meeting with Maharaj, he developed such a strong faith in Maharaj that he will not come to temple generally. Only when Maharaj comes, he will come running to meet him, although he was very old man.
Одной встречи с Гуру Махараджем хватило на то, чтобы он развил в себе очень большую веру в него. И всякий раз, когда он приезжал, он тут же несся, бежал бегом в храм, несмотря на то, что уже был пожилым человеком. One day when Maharaj had come to Pune, he called me and said, Radhe Shyam, did you tell Banerjee that I have come to Pune? I said, Maharaj, I have not told him. You tell him, he said. As soon as I called Banerjee, I told him. Banerjee came running immediately to meet Maharaj. А фамилия у этого офицера была Баннерджи, и однажды Гуру Махарадж позвонил мне и сказал: я приезжаю, ты, Баннерджи, сказал, что я приезжаю? Нет, не сказал. Так скажи, он тут же прибежит. So this man, he had given his house in endowment, in donation, to one impersonalist organization of Shankaracharya organization. He had given, and then after meeting Maharaj, he took it back from them and then gave it to Maharaj. Этот офицер Баннерджи до встречи с Гуру Махараджем отдал один свой объект недвижимости одному гуру, имперсоналисту в линии Шанкарачари. Когда он встретился с Гуру Махараджем, он отобрал, короче, этот объект недвижимости у того имперсонального гуру имперсоналиста, и передал Гуру Махараджу. And he had one very big one Krishna deity in his home, Balaji we call him, and he was too old to worship. So he requested Maharaj to send some pujaris to help worship. So we all went to his home to worship. For a few months we were worshipping. And then he told, after I pass, you can take this house. And then we sold the house. And then with that money only, we got the land for the 6-acre temple, big temple in Pune, which we are having now. The seed money for this temple land came from Maharaj's preaching of this man. What is the name of this new temple? This is NVCC, New Vedic Cultural Center. New Vedic Cultural Center. Ага, окей, NVCC. окей. NVCC. Ага. Ага. И дальше, значит, этот Баннерджи отдал нам этот дом, там стояли его божества, и он сказал, что сам не может уже им поклоняться, потому что старый, поэтому вы, пожалуйста, пошлите своих пуджари, чтобы они сюда приходили поклоняться божествам. Так продолжалось несколько месяцев, а когда он тело оставил, то по завещанию этот дом отошел к нам, мы его продали, и на деньги купили земельный участок, на котором был построен еще один центр ведической культуры. Although Maharaj is personally very devotional minded, every day morning 1 hour he does puja of deities, personal deities. In the morning he will do, and he is also very attentive to do the Gayatri Japa, Gayatri mantra in time. Every day he does very attentively. He is very personally very, very devotional. He goes into the altar, he would worship the deities. On one hand, he is personally very devotional, and when it comes to the well-wishers and donors, he is able to, get a place in their heart by the way he deals with them. He will extend himself to entering their hearts. В служении, которое выполняет Гуру Махарадж, он всегда проявляет эту внимательность и преданность. Это касается и его каждое утро он поклоняется своим личным божествам, читает гайатри, делает это очень внимательно, и потом, когда встречается с разными донорами, то есть жертвователями, всякий раз добивается того, чтобы занять какое-то место в их сердцах. Он это делает благодаря своему подходу в общении с ними. See, different Vaishnavas have different mood. My spiritual master is known as Radhanath Maharaj. Whenever he would come to Pune, he would come once in 3 years, he would come. But he will not be able to meet all people, only the leaders he will meet. And he will tell all of us leaders that, hey, you guys have to take care of your councils. Don't expect me to everybody. That is his style. And his own as Gopaksha Maharaj style and his own as Lokanath Maharaj style is different. They would meet every member of the congregation. The Maharaj will sit in the room, he will finish his program at 8:39. From 9 to 12 at night, almost 3 hours. Everybody, husband, wife, children will come. Everybody wants one smile from Maharaj. Are you all right? Whether Maharaj will ask. That's all they want. They want to come and offer obeisances and meet him and go, and he'll patiently wait. And I would wait in his room till 11 and I'll be getting headache and I'll be dozing. Maharaj will say, you go and sleep now. You don't have to stand here, he would tell me.
So Radhanath Maharaj, he visits Pune just once 3 years, right? Or yeah. Стили у разных духовных лидеров в ИСККОН разные, стили управления. Радханат Махарадж, например, раз в 3 года посещает наше место, то есть Пуну, и дает свое общение только лидерам, и всякий раз подчеркивает, что многого от меня не ждите. Я даю общение вам, только берите ответственность, заботьтесь о своих подопечных. А что касается Лаканатхи Махараджа или Гопал Кришна Махараджа, то тут подход другой. То есть у них даршаны с 9 вечера до полуночи, и каждому внимание, всем вопрос, как идет духовная практика, все ли в порядке, все ли хорошо. И если он видел, что я засыпаю в ходе этого даршана, то он тут же милостиво говорил мне: ты можешь идти спать, тебе не обязательно здесь все это время присутствовать. And Srila Gopaksha Maharaj knows each and every disciple. He may not remember the name, but he'll tell me, hey, call that doctor fellow. Huh? Hey, call that army fellow. Huh? Call that fellow А, who has a hotel. Like that he would tell me, and then we will find out who it is. And then he will call. So in this way, he has remembrance of all the disciples. And that makes the disciples feel very close to him. Гуру Махарадж всех своих учеников помнит по именам, точнее не по именам, всех помнит, может быть не по именам, но он дает своим секретарям и слугам определенное распоряжение, например, он может сказать: вот позовите вот этого, который там, значит, армейский, или вот того позовите, который там army fellow, or what kind of fellow, sorry. One army fellow was initiated by Maharaj. But Maharaj will remember that one of my disciples he was in army, call him, like that he would say. So in this way, he remembers one disciple is a doctor, another disciple is an army, another disciple. Доктор Fellow, да. He То есть, remembers, yeah, he да. remembers all the disciples. То есть он, может быть, не помнит по именам, но он говорит: вот этого, который у нас врач, позовите его, или этот, который армейский, его позовите. То есть он может не помнить по имени, но тогда, соответственно, секретари, слуги, они уже выясняют, о ком идет речь, и зовут его, и он всех помнит таким образом. And because Maharaj is a very, very senior, great person, if he catches a very young devotee and tells him, hey, you should distribute books, whole life he will be distributing books because Maharaj told me, you know. Гуру Махарадж настолько влиятельный, старший и уважаемый вайшнав, что стоит ему кого-нибудь поймать в коридоре и сказать: ты должен распространять книги, так этот человек тут же побежит распространять книги и скажет: о, мне это Махарадж сказал. Yeah. You know, one of his disciples, his name is Sarvalakshan Prabhu. So this devotee once got one particular type of illness, and he was actually admitted in the ICU, and he was about to leave the body. He was in oxygen, this thing, and we reported to Maharaj. Maharaj even chanted Ariksha mantra for him, and then from that situation he came out of the situation, and Maharaj told him, "Now you got a second birth." Maharaj told him. Told to Sarvalakshan? Sarvalakshan Prabhu. Who is with us now? He's here, yeah. Хари Кришна Прабуджи, nice to see you. А вот Сервалакшан Прабу, который у нас тут сейчас как раз вместе с нами в Зуме, он как раз однажды так заболел, что его пришлось отвозить в больницу и ставить на аппарат искусственного дыхания и так далее. Гуру Махарадж молился за него. Когда он поправился, то вот, значит, Гуру Махарадж ему сказал: это уже теперь твое второе рождение. And Maharaj told him, because Krishna has given you a second birth now, almost it's like rebirth, you should dedicate your life. And he has been leading the book distribution department, and our Pune temple ranked first rank in the world for 4 successive years. For what of years? 4 successive years means 4 years, year after year. Which year to which year? Sir Lakshan One after another. One Uh-huh. after. Yeah.
Окей, understand. И Гуру Махарадж сказал ему, ну что ж, раз это твое второе рождение, раз тебе Кришна дал второе рождение, то надо вот эту жизнь, вторую свою, теперь уже Кришне посвятить. И вот теперь он возглавляет наш департамент Санкиртаны в храме в Пуне, и мы на протяжении, этот департамент на протяжении 4 лет подряд одно время занимал первое место по распространению книг в мире. And every year, Maharaj will come before marathon and give a push and go. Then after we finish the marathon, he will come to give prizes to us. Every year he has been doing so many years. На протяжении многих лет Гуру Махарадж поступал таким образом. Он перед марафоном приезжал к нам, побуждал нас участвовать в этом марафоне. Потом, когда марафон заканчивался, он снова приезжал и выражал свою благодарность. Whenever I reported to as well as Radhanath Maharaj that Maharaj, we came first rank in the world this time. Maharaj said, that's no wonder because Gopal Maharaj is GBC of Delhi also and Pune also. He would say like that. Когда мы докладывали Локанатху Махараджу о том, что стали по всему миру на первом месте по распространению книг, Локанатх Махарадж нам отвечал, что ничего удивительного нету в этом, потому что Гопал Кришна Махарадж GBC и в Дели, и в Пуне. So, in this way, Maharaj has given this Bhagavad Gita copy to the Prime Minister of India, and he also made one Prabhupada stamp for Prabhupada to the Prime Minister. He gave that coin with Prabhupada's engraved. Like that, he is very expert in meeting very big people and creating a large impact of ISKCON in the society, by his influence. Гуру Махарадж очень опытен в том, чтобы встречаться и правильно взаимодействовать, проповедовать влиятельным людям и оказывать на них это положительное влияние. Он однажды встретился с премьер-министром Индии, подарил ему Бхагавад-гиту и также вот эту вот монету, на которой изображен Шрила Прабхупада, нашу монету. And I will tell you some humor side of Maharaj. А теперь будет затронута юмористическая сторона его характера. You see, when I would be standing, generally I used to think that I should put Maharaj to sleep and then I should go to sleep. I always used to think like that. I'm a president, so I'm hosting Maharaj. I used to think like that. Maharaj would say, hey, Rajam, you don't have to wait for me. You go and sleep, he would say. Поскольку я президент храма в Пуне, и поскольку я, так сказать, принимающая сторона по отношению к Гуру Махараджу, то у меня всегда была такая мысль, что сначала нужно Гуру Махараджа уложить спать, и потом уже можно идти спать самому, а он всегда вот так вот, когда это происходило, руками махал, говорил, нет, не обязательно тебе, иди, сам спи, если устал. So one day at midnight, 12 o'clock, Maharaj told me, now you go and take rest. And then he told me, because it has become midnight now, I am sorry, I won't be able to come for the Mangalarati. He said, I said, no problem, Maharaj, you just take rest. You take rest till 6 o'clock, and then you can gradually get up, I told him. Then when the next day morning I went to Mangalarati, I saw Maharaj in the altar already worshipping the deities. А однажды, когда была полночь, он сказал мне, все, ты можешь идти, можешь спать, а я вот, к сожалению, на Мангала Арати не попаду, потому что уже полночь, уже поздно. Я ему говорю, да, нормально, все в порядке, ничего страшного, ложитесь спать, поспите часиков до 6, и там отоспитесь и проснетесь, и все будет хорошо. Потом я иду на Мангала Арати, смотрю, а он там на алтаре поклоняется, поклонение совершает. So we all used to wonder, he just sleeps for 3 hours and his whole day, morning to night, is packed with meetings and calls and programs and everything. How does he survive? Surely it is transcendental Shakti. Otherwise, it's just impossible. Много раз я становился свидетелем тому, что Гуру Махарадж спал буквально 3-4 часа в сутки, все остальное время у него плотно занято служением и различными встречами. Невозможно выжить в таком режиме без поддержки трансцендентной шакти. Я считаю, что это благодаря трансцендентной шакти так происходит. Similarly, when Maharaj would do Guru Puja, he would start at 7:30 and close to 8 o'clock, he would ask me, so in your temple, the Guru Puja goes till 8 o'clock, I should stop by 8? He would ask me. А однажды он пел Гуру Пуджу, и в 8 часов утра он меня спросил, у вас Гуру Пуджа как, до скольки? До 8? Я
должен закончить или не должен закончить. То есть он меня спросил об этом. And when I was a new president, I was so foolish. I told, yes, Maharaj, please finish it at 8 o'clock. And then 8 to 9 is the Bhagavatam class. Like that, I told him. А я, поскольку был молодой и глупый президент храма на тот момент, то я ему сказал, да, Махарадж, уже 8, давайте заканчивайте, у нас с 8 до 9 будет лекция. And Maharaj, after finishing Guru Puja, he sang Yashmati, and then he started. And then he went on till 8:30, 8:40, went on with Kirtan. He was, once Maharaj does Kirtan, he will completely get absorbed in it. И действительно, Махарадж так и сделал, то есть он закончил в 8 утра Гуру Пуджу и потом начал петь баджан и Шаматинандана и Хари Кришна Махамантру, и это продолжалось где-то до 8:40, то есть он очень погружался в киртан, в баджан, если погрузится, так его и не остановишь. So next year, next time Maharaj came, he asked me, so Radhe Shьям, I should end the Guru Puja at 8 o'clock. I told Maharaj, you can sing eternally. You can sing as long as you want, I told him. В следующий раз, когда он пришел, задал мне тот же самый вопрос, 8 нужно закончить или когда, то я сказал ему, можете вообще все время петь, сколько захотите. I told him, for you, there is no time limit for you. Sing as long as you want, and Bhagavatam class, you can speak as long as you want. I told him. Для вас, говорю, никаких ограничений по времени нету, можете сколько хотите петь и можете лекцию читать какой угодно длительности. And in this way, when we observe his personal qualities, Srila Prabhupada once noticed, he wrote in one letter, this Gopalakrishna is the most humble devotee. Like that, Prabhupada has taken note of his humility while dealing with his god brothers, while dealing with other devotees, and highly respectful. Even Prabhupada took note of it. Шрила Прабхупада тоже отметил это почтительное и уважительное отношение гуру Махараджа к его духовным братьям и к преданным в целом. И есть письмо, в котором Шрила Прабхупада пишет о нем как о самом смиренном преданном. So one day, Maharaj had gone to Tirupati. Tirupati is a holy place in India and South India. In the Tirupati ISKCON temple, they have Radha, Govind, and 8 Sakhis, very similar to Shida Mayapur. В Тирупати есть алтарь, там божества схожие с теми же, которые в храме в Майяпуре, то есть Шримати Радharani, Кришна и 8 саки, 8 гопи, 8 аштасаки. So when he went to the temple president, asked Maharaj, when you go to Shida Mayapur, you worship the deities. Why you said you don't want to worship the deities here in our temple? Like that he asked. И когда Гуру Махарадж пришел в этот храм в Тирупати, то президент храма спросил его, вот вы бываете в Майяпуре, вы поклоняетесь там божествам, таким же божествам, там такие же божества. Почему же вы не хотите совершить поклонение нашим божествам в нашем храме? Maharaj said, in Shida Mayapur, you would have only seen me in the Panchatattva altar. You would have never seen me in the Radha Madhav altar. И тогда Гуру Махарадж ответил, в Майяпуре я поклоняюсь только божествам Панчататтвы, я никогда не поклоняюсь там божествам Шри-Шри Радамадавы, вы там никогда меня на этом алтаре с ними не увидите. And Maharaj said, I worship Panchatattva because they don't take any offenses. But I am afraid to worship Radha Madhava and Ashtasakhi, so I never go to that altar. But in your temple, you only have Radha Govinda and Ashtasakhi, 8 Sakhis are there. That's why I am not coming to altar to worship, Maharaj said, because I am afraid of offenses. Я, говорит, боюсь совершить сева-аппаратху, боюсь совершить оскорбление по отношению к божествам, а божества Панчататтвы никаких оскорблений не принимают, поэтому я поклоняюсь там, а на тот другой алтарь я боюсь идти. А у вас в храме только Радharani, Кришна и 8 гопи, и другого алтаря нету, поэтому я не поклоняюсь у вас. And Maharaj said, because now here, Radha Govind Ashtasakhi, they have invited me to worship them through you. They have inspired you to invite me. So for your pleasure, I will worship. Then he worshipped. Но, говорит, поскольку Радharani, Кришна и 8 гопи сейчас через вас
говорят мне и пытаются вдохновить меня на то, чтобы я совершил это поклонение, то ради вашего удовлетворения я это сделаю. И он пошел на алтарь и сделал это. And another quality of Maharaj I observed very closely. In Pune, there is one congregation member. He is a very dynamic man. He has built 2, 3 mini temples also in Pune. And he also cultivates well-wishers very powerfully. And he does food for life. And he has given opportunity for a lot of people to connect with Krishna consciousness. But at the same time, he is a little angry devotee. Мгм. Еще одно качество, которое я имел возможность непосредственно наблюдать у Гуру Махараджа, проявилось вот в какой истории. У нас в нашей общине в Пуне есть один преданный, он очень активный, построил 2 или 3 небольших храма, занимается фудфол-лайфом, привел много людей в движение и работает с теми, взаимодействует с теми, кто благожелательно к нам относится. Но есть один момент, он гневливый человек. Like sometimes there will be a committee of 7, 8 people who will make the schedule of Maharaja's programs in Pune. But this fellow will hijack Maharaj and take him to some other house, some big man's house. So the whole committee will be very upset with him. И однажды был такой случай, что перед приездом Гуру Махараджа собралась группа, собрался совет. Этот совет составил расписание, какие будут визиты, программы у Гуру Махараджа и так далее. А этот человек в обход совета пригласил Гуру Махараджа в дом одного влиятельного, богатого человека, не послушавшись, значит, членов этого совета, чем их всех огорчил. Also, sometimes he would demand the devotees to do a lot of services. They get overloaded. So a group of people went and complained to Maharaj. Maharaj, please, we don't want him, in any kind of leadership, please tell him now. So they wanted to sort of sideline him or eliminate him. But Maharaj told those people, why didn't you see the kind of services he is doing in Prabhupada's mission? So much service contribution he has given. Maybe he is a little angry. If you all tolerate that a little bit, he's doing such a good service. Why didn't you see the brighter side of his personality? И была другая группа людей, которая тоже была им недовольна. Это люди, которые действовали под его началом. Он довольно требовательным был, этот преданный, и по отношению к ним, и нагружал их служением достаточно сильно. Они тоже пришли к Гуру Махараджу жаловаться на него, и те, и другие, и они предлагали отстранить этого преданного от любого рода лидерства в ИСККОН и так далее, но Гуру Махарадж сказал им, что лучше вы посмотрите на то, что он делает для ИСККОН, на тот вклад, который он вносит в его развитие. Может быть, он немножечко злой, но если вы немножечко его потерпите, то все будет хорошо. Давайте будем смотреть на то, что он делает для ИСККОН. And later Maharaj told me to call that angry fellow to his room. Only I was there, he was there, and Maharaj was there. Maharaj strongly scolded him. He said, hey, you have disturbed so many devotees in the congregation. You have to learn to control your anger. He corrected him. А потом в моем присутствии, то есть был только Гуру Махарадж, вот этот вот преданный гневливый, и я, как свидетель, наблюдал это, он его вызвал к себе и жестко отчитал, сказал, вот смотри, как много людей, как они тобой недовольны, тебе надо контролировать свой гнев. То есть таким вот образом он его поправил. In the same manner, Maharaj, how attentive he is to give the right input to the people at the right time. There was one fellow having a showroom for cars. So he would only come when Maharaj would come to Pune, and he would come and put a big garland in the neck of Maharaj. Huge garland he would put for Maharaj. То есть у Гуру Махараджа такая способность, качество в нужный момент, нужному человеку, нужные слова сказать, правильным образом повести себя в той или иной ситуации. Еще одна история. Жил-был один преданный владелец одного автосалона. Он посещал храм только когда туда приезжал Гуру Махарадж. Всякий раз вешал на него большую-большую красивую гирлянду. So Maharaj asked him, are you coming every week to temple? He asked her. And then, Тогда I come to temple regularly, like that he told Maharaj.
Тогда Гуру Махарадж его спросил, а ты каждый день в храм ходишь? Этот человек ему ответил, да, да, регулярно хожу. And then Maharaj turned to me and asked, Radhe Shьям, is he coming every week to temple? And I told Maharaj, whenever you come, he surely comes. I told him. Тогда еще он, тут же Гуру Махарадж повернулся ко мне, спросил, он точно ходит каждый день? Я ответил Махараджу, ну вот, когда вы приезжаете, тут уж он точно приходит. Then Maharaj said, oh, that means he comes only once in 3 months. Huh? So then he told him, see, I'll be more happy if you come every week, every Sunday to temple. I'll be more happy with that than this big garland that you are coming and giving me every time. А, Тогда Гуру Махарадж сказал, то есть получается, что он посещает храм только раз в 3 месяца. Потом он повернулся к этому человеку и сказал, я буду гораздо больше доволен, если ты будешь ходить сюда в храм каждое воскресенье. Гораздо больше я буду доволен, чем я доволен вот этой большой гирляндой красивой, которую ты на меня вешаешь. So in this way, Maharaj is very specific in instruction. One family was moving from Pune to Bangalore. When Maharaj came, they came to offer obeisances to Maharaj and said, Maharaj, we have to leave Pune now. Our job is moving us to South India, another place where we will not get to see you frequently. Go to Bangalore. So what is your instruction for us? They asked. Гуру Махарадж имел это качество, то есть он умел давать вполне конкретные, четкие, ясные наставления. Однажды к нему на даршан пришла пара грехастх, они сказали, вот из-за работы нас по работе переводят из Пуны в Бангалор, поэтому мы не сможем вас видеть так часто, как видели здесь. Дайте нам наставления в связи с этим. Maharaj told them, be strict in following your daily sadhana program. That's first thing he said. Махарадж ответил им, он сказал, первое, самое главное, строго следуйте всей утренней программе. Go to the local temple every Sunday. Каждое воскресенье ходите в местный храм, Donate to the local temple. сотрудничайте с этим храмом, в этом храме. And take up some services on a regular basis, like book distribution in the local temple. И через представителей этого местного храма возьмите себе регулярное постоянное служение, например, распространение книг. And Maharaj said, if you do this, you will be very safe wherever you go. Если вы будете поступать так, сказал Махарадж, то будете в безопасности, куда бы вы ни отправились. So this is one amazing thing with Maharaj. He has firm faith in the ISKCON that Prabhupada has established all over the world. You know, he doesn't stay in one part of the city and just keep a remote control of people. He always tells people, go and connect with the local temple and then enter services. So he always inspires people to do that. Please repeat what he inspires to do. He What inspires about people, remote? wherever they go, geographically, he would ask them to go to the nearest temple and connect there. And he will not tell people to connect far, far away to their old parent temple or anything. He would say, go to the immediately nearby temple and go and take part in services. Ага. Удивительное качество Махараджа заключается в том, что он очень сильно верит в ИСККОН, в эту организацию, созданную Шрилой Прабхупадой, в ее могущество, и он дает эти вполне конкретные наставления, куда бы вы ни отправились, держите связь с храмом ИСККОН, то есть не отдаляйтесь. Maharaj doesn't like devotees who are very possessive of their people. Possessive. Possessive means people sometimes preach and bring people and keep in their control only. Hey, don't go out of my control. Like that. Окей, окей. Еще Гуру Махараджу совсем не нравится, когда проповедником овладевает чувство собственничества по отношению к его подопечному. То есть, когда он, допустим, говорит, что не надо никуда ходить, ходите только ко мне, не надо из-под моего надзора, контроля выходить. Maharaj would say, if you preached and brought somebody to ISKCON, they should be connected to the ISKCON temple, ISKCON community, and they are not your property. They are Prabhupada's property.
Он всегда говорит, Гуру Махарадж, таким проповедникам: если кто-то пришел в Искон или если вы кого-то привели в Искон, этот человек не ваша собственность, соединять его нужно не с вами отдельно, а с Искон, потому что они собственность Шрилы Прабхупады, они не ваша собственность, эти люди. Because you would say, we are here, we'll be gone tomorrow. But the deities, Srila Prabhupada and the ISKCON, that will remain here for a long, long time. So connect people to them. Искон, Шрила Прабхупада, божества, все это останется здесь, на этой планете, еще очень долго. А мы, что мы сегодня мы здесь, а завтра нас нет, поэтому людей нужно звать и направлять не чисто к себе, а в Искон. So I consider Jonas Gopalakrishna Maharaj as a very great commander in Prabhupada's army, assisting Srila Prabhupada very powerfully, far and wide, touching their lives and transforming the lives of millions of people. I have seen how he does in Pune. I am sure he has done it in multiple places across India and across the world. Я был свидетелем того, как Гопал Кришна Махарадж затронул жизнь и повлиял на жизни множества людей в Пуне, и я уверен, что он совершил все то же самое очень во многих местах по всему миру. Он очень могущественный, как это называется, командир армии Господа Шри Чайтанья Махапрабху. I would love to speak much more, but I have another event I have to go. There is a leadership meeting lined up after this in another 5-10 minutes. I have to go for that. But I am very grateful to Madhavpuri Prabhu and Madhav Murari Prabhu and all of you for giving me the opportunity to remember my master, and by whose mercy I am still enthusiastically practicing Krishna consciousness. I am very grateful to Maharaj. And remembering Maharaj and his pastimes is giving me renewed energy again. Я очень благодарен всем вам, что вы дали мне возможность вспомнить о Гопал Кришне Махараджа, о моем господине, благодаря которому существует моя духовная жизнь. Я бы поговорил еще побольше и подольше, но, к сожалению, у нас следующая программа сейчас будет по теме духовного лидерства, и мне нужно участвовать уже в другой встрече. And Madhavpuri Prabhu, I invited Sarvalakshan Prabhu today, and he is one of the senior most disciples here in Pune. He's the vice president of ISKCON Pune Temple. So I will tell him to be in touch with you. Another time he can come, and he has ocean of realizations with Maharaj. He can share with all of you sometimes. А еще у нас здесь в Зуме Сарвалакшан Прабhu, который вице-президент храма в Пуне. У него просто этих реализаций и откровений целый океан. И, пожалуйста, будьте на связи с ним. Можете его как-нибудь тоже пригласить. Он один из старших учеников Гуру Махараджа здесь. He is very intimate and dear and confidential disciple of Gopalakrishna Maharaj. Maharaj will many times call him Sarvalakshan. From Delhi, he has called hundreds of times. Even sometimes I am traveling a lot. Maharaj will call Sarvalakshan Prabhu and tell him on which date he is coming to Pune. So he was in regular touch with Maharaj. He is a recipient of big mercy of Maharaj. Сарвалакшан Прабху получил от Гуру Махараджа много милости. Он очень дорогой ему ученик. Он сотни раз, Гуру Махарадж, звонил ему из Дели в Пуне, чтобы, в связи с организацией его приездов, потому что я бываю в разъездах. И, то есть он в таком сокровенном служении с ним находится. So Madhavpuri Prabhu, I am giving you a contact to him. So he is going to be communicating with you regularly, okay? Так что я передаю Мадхавапури Прабху, передаю вам его контакт, вы можете быть с ним на связи и планировать эти программы тоже. Thank you. So Madhav Murari Prabhu, hope I didn't speak too long for you to translate. You did very well. No, it was normal. It was okay. Thank you very much for this class and for many classes that you already gave that are available on your website and that I will be using, giving Bhakti Shastri Bhagavad Gita, your presentations, your PPTs, from your website. Very, very nice work is done, and thank you very much for your service. So this class goes to who is listening to this class now? For Malaysia devotees, from middle of July, we're going to this part of Bhagavad Gita from 13th to 18th chapter of Bhagavad Gita, and it will be used
for devotees from Malaysia. Okay, thank you. And this, just now what the class I spoke, this goes to Mayapur or where it goes, this class? It goes to Central Asia, it goes to Russia, it goes in general to YouTube, to Russian-speaking people. Oh, the Any, timing is good for them. This timing is good for them. no, that's why not so many people are here. Most of them, they will be just watching the recording. Ah, right. That's the point. So you all have been doing this for how long? You have been doing it? Doing what? This kind of every Monday telecast. Мадхава-пури Прабhu, вот эти встречи-то у нас уже как долго идут с учениками? Ну, уже на протяжении года мы это делаем. Приглашаем преданных, которые вот близкие ученики Гуру Махараджа, кто знал хорошо Гуру Махараджа, мы вот и чтобы они поделились о Гуру Махараджа. It goes about 1 year that we're inviting senior disciples. They are sharing their experience. Мадхава-пури Прабhu, тогда может Радхе Шьяму Прабhu ссылку на наш YouTube, чтобы он мог тоже, если ему интересно, посмотреть там другие записи. Да? Ага. Я хотел поблагодарить Радхе Шьяму Прабhu, что он столько нектара пролил об общении Гуру Махараджа. Мы очень благодарны ему. Спасибо большое. We're very much grateful to you that you shared this nectar with us, nectar of memories of Guru Maharaj. Thank you, Prabhu. Vancha kalpatarubhyasya. Kripa Sindhyavacha. Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. ki Jai. Krishna Goswami Maharaj ki Jai. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.